Всем привет! Вы на канале PsyLife, и мы поговорим на тему, как избавиться от лени. Сначала мы дадим определение лени, а потом перейдем непосредственно к вопросу, как же избавиться от нее. Итак, лень, по словарю Ожегова, это отсутствие желания действовать, трудиться и склонность к безделью. И также по словарю далее, лень – это неохота работать, отвращение от труда, от дела, занятий, наклонность к праздности, к тунеядству. С определением разобрались. Так что же нужно делать, чтобы избавиться от лени? Первое. Высыпайтесь. В первую очередь желательно избавиться от хронической усталости. В этом вам поможет здоровый сон около 8-9 часов для взрослого человека. Самые лучшие часы для сна – это с 23:00 до 3 часов ночи. Если вы ложиться привыкли позднее часа ночи, то, скорее всего, ваш организм не успевает восстановиться за время сна. Таким образом, лень приходит незамедлительно, как только вы проснулись. Поэтому хотя бы 3 раза в неделю ложитесь вовремя спать. Вашему организму попросту все равно, будете вы ложиться в свои выходные вовремя спать или в рабочие дни. Ему главное отдохнуть. Второе. Вставайте. Наверняка и вы замечали, что чем дольше вы остаетесь в постели после просыпа, тем меньше вам хочется вставать. Лень начинает просыпаться после 15 минут лежки в кровати. Вроде проснулся, подтянулся, а под одеялом-то тепло, да и вставать как-то уже неохота. Вот как только это чувство у вас появилось, будьте уверены, лень ваша проснулась и начала действовать. А может, сегодня на работу не пойдем? Да как обычно, вторник, все одно и то же, начальник снова будет не в духе, потому что ну ее эту работу. Останемся дома, полежим, отдохнем, выспимся в конце концов. Тут просыпается совесть и говорит: нет, так нельзя, если не придем, штраф получим. Да какой там штраф, скажем, что у нас температура. А толку-то, завтра придется делать в 2 раза больше работы. Не дожидайтесь этих двоих и не задерживайтесь в постели. Вставайте с кровати, неважно, открыть окно или пойти умыться, главное это встать. Третье. Зарядка. Да, утром очень сложно заставить себя провести зарядку для всего тела. Но это, собственно говоря, и не нужно. Достаточно будет провести 10-минутную разминку с упражнениями на шею и руки. Лень не любит трудиться, а вы без особого напряга сможете отправить ее гулять куда подальше. Так и мозг ваш проснется, и прирост получит плюс 14% к производительности. Четвертое. Решайте задачи сразу. Многие люди любят оставлять дела на потом. Вроде как до завтра потерпит, ничего не случится. И так практически с каждым новым делом. А в один прекрасный момент оказывается, что таких дел накопилось более 20 штук. И они теперь оказались в категории срочные, важные. И теперь-то точно уж лень с ними разбираться. Их так много. Да и как я справлюсь теперь? О нет, я не смогу. Помогите! Чтобы лень не посещала вас, не копите дела, пускай даже не самые важные. Старайтесь их выполнять по мере поступления, практически сразу. Пятое. Найдите мотивацию. Самый простой пример – это когда ребенка посылают в магазин купить буханку хлеба и сопровождают это словами: а на остаток денег можешь взять себе что-нибудь вкусненького. Ребенок за считанные минуты одевается и буквально летит в ближайший магазин за хлебом. Была ли у него мотивация? Безусловно, да. Если бы ему сказали просто «сходи в магазин, в доме нет хлеба», вероятнее всего ребенок либо начал бы конючить: что сейчас? Да я это занят, у меня игра, режим, бой, я не могу, я команду подведу. Ему было бы, откровенно говоря, лень. Если бы он и пошел одеваться, то медленно и без особого энтузиазма. А так как у него была личная мотивация, то ни о какой лени говорить не приходится. Поэтому ищите мотивацию. Шестое. Вносите в жизнь коррективы. Когда еще наступает лень? Когда человек начинает тонуть в монотонности своих дней. Одни и те же люди, один и тот же транспорт, одна и та же зарплата на протяжении 5 лет. Каждый день напоминает день сурка. Ничего не меняется.
Тогда лень приходит и говорит: а зачем тебе это все? Надоело, на работу не хочу, видеть бухгалтершу с кислой миной не хочу, слушать многодетного коллега-папаньку не хочу, вообще ничего, ни я, ни ты не хотим, а давай ничего не будем делать. Чтобы такого не происходило, стоит хоть иногда знакомиться, общаться с новыми людьми, учиться делать то, чего никогда не делали, и развивать то, что было на начальном уровне до среднего. Сюда же относится и отдых, которого не было, например, более года. Берете отпуск на 7 дней за свой счет и меняете обстановку. Например, можете поехать к морю или сходить в музей, который давным-давно хотели посетить. Да и ехать куда-то не обязательно, может вы просто хотите насладиться домашним отдыхом и попкорном, и любимым фильмом или сериалом. А для этого вам хватит всего каких-то 2-3 дня. 7. Формируйте привычки. Человеку всегда будет лень делать то, в чем он не видит особого смысла. Точно так же будет реагировать на такое действие его организм. Зачем тратить энергию на то, что хозяину не нравится, и он сам говорит, что ему это не нужно? Но если запрограммировать себя на постоянное действие на протяжении 21 дня, то лень активироваться не сможет, потому что это будет действие постоянное и доведенное до автоматизма, на которое организм будет считать, что он просто обязан потратить часть энергии, потому что это что-то необходимое для его хозяина. Поэтому формируйте полезные привычки, которые поначалу будет делать лень. Но по истечении 21 дня, изо дня в день повторного действия, эту лень как рукой снимет. 8. Лентяев вон. Самое неприятное, что дурной пример очень заразителен. Приведу такой пример. Когда в вашем окружении есть такой человек, который очень редко моет свою кружку, чашку, и ему, откровенно говоря, все равно, что он после чая пьет из этой же чашки чистую воду. И если заглянуть в его чашку, хотя под одним глазком, то можно увидеть 12 кругов налета. Со временем вы начинаете вести себя пускай не точно так же, но в какой-то степени как он. Ощущается-то оно как? Вон Витя моет чашку раз в 12 приемов чая, а я-то раз в 3 приема мою, значит я не лентяй. И это заблуждение. Если хотите избавиться от лени, то для начала не подпускайте близко в свое окружение людей, откровенных лентяев. Потому как человек начинает подражать своему собеседнику непроизвольно. Если не с первого раза, то с 10-го точно. 9. Повышайте силу воли. Это та часть, которая говорит: лень, но надо ради конечной цели. Если сила воли прокачана на 99%, то человеку будет проще бороться с ленью, потому что он каждый раз будет вспоминать свою желаемую цель, которую хочет достичь. До нее он знает, что идти придется семимильными шагами, но каждый шаг приближает его к желаемому. Это как человек, который решил заняться спортом, не позволяет себе съесть целый торт за один раз, потому что понимает и повторяет себе, что съем-то я много калорий, а вот потрачу, я все смогу потратить за один день или нет? Да не, куда там? Нет, конечно, это нереально. И он позволяет съесть себе не весь торт, а небольшой кусочек, чтобы, как говорится, и себя немного потешить, и в то же время достигнуть спортивного тела. Пускай это будет не так быстро, но оно того стоит. 10. Питайтесь в меру. Казалось бы, простой и даже немного странный пункт, но это действительно относится к лени напрямую. Когда человек переедает, двигаться ему, собственно, становится тяжело. И это один из факторов резкой усталости, приводящей к лени. Точно так же и с диетой. В особенности это касается девушек, которые любят сбросить лишние 5 килограмм. При этом практически во всем себе отказывают, попросту говоря. Когда организм не получает достаточного количества энергии из пищи, он начинает работать в энергосберегающем режиме. Соответственно, включается лень. Поэтому кушать нужно в меру, не переедать, и если и ограничивать себя в чем-то, то без фанатизма. 11. Учитывайте ваш биоритм. В какой-то промежуток времени ваш организм наиболее активен, а в какой-то более пассивен. И если вы, как в народе говорят, сова,
то как бы вы утром не пытались заставить себя работать на 100%, у вас это не получится. Максимум вы сможете задействовать свой организм на 70%. Но согласитесь, это гораздо лучше, чем отговариваться простой ленью. А лучше в этом случае, чтобы лень меньше проявлялась, стоит выбрать работу, которая начинается с 12 часов дня. Или же она начинается, как и у всех, в утреннее время, но основной интенсив приходится на вторую половину дня и вечернее время. И еще, когда у вас есть четкий план действий, расписанный на целый день, то у вас просто не остается лишнего времени, которое уйдет в никуда. Например, на тот же Instagram более часа или TikTok, в котором можно зависнуть на целый день. А именно так и начинает просыпаться лень каким-либо энергозатратным действием. Ведь всегда проще выбрать то, что не отнимает ни капельки сил. А с вами был канал PsyLife. Пишите, что было полезного из этого видео в комментариях. Ставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. До скорой встречи. Пока-пока.